Ну, ты не один так ты. Время полпятого. Мы в щи. Спать очень сильно хочется, все, мы сейчас на вокзал поедем. Максим в одну сторону, мы в другую. Максим, моя жвачка у тебя в руке. Важный Где ты момент. бутылку достанешь? Она в кармашке сбоку. А. Вот. Сейчас на вокзал пойдем. Максим Ярославль, мы в Питер. Надеюсь поспать в этом поезде. Вот. Прекрасная квартира была, но было очень холодно. Все. Что-то слишком тяжко пока. С такими темпами. Вот, либо мы уже отвыкли. Надеемся, привыкнем. Скоро привыкнем. Двор красивый очень, ухоженный прям все. Мне понравилось, очень тихо. Чё? Да, идем. Ну, вот он что, мама тут. Где? Вот. В общем, увидимся в Питере. Мы прибыли. Еще не уехали из Москвы. Да, ну, в смысле, прибыли на вокзал. Нам надо сейчас найти свой поезд, и все, мы пойдем. В общем, вот наша кладовочка. Зато вид. Особенно если мы вечером. Ну, кстати, для чисто переночевать пойдет вообще отлично. Вот. Я по кусочкам отдавал, и сейчас меня совсем не стало. С днем рождения тебя! С днем рождения, милый Вацлав! С днем рождения!
Всем привет! Всем привет! Конечно, это свет не очень. Не, кстати, сейчас вообще хорошо. Это с этими шумами. В Нормально. общем, это Женя. Он Я пошел на Жой, концерт. всем привет, впервые здесь, на Элис. И на канале. И на канале, и на этой группе самой впервые здесь. И вот, девчонок увидел впервые. Да, Сашу. мы тоже Женю первый раз увидели. Как-то общаемся уже не так. Как тебе впечатление? Спасибо тебе, мне понравилось. Мне тоже Мне понравилось. понравились ударники, гитары, как мне важно было услышать, как поет Егор, как он вывозит. А то я когда смотрел на видосы, я уже повторял в другом видосе, но еще раз повторю, что мне важно было узнать, как он вывозит, не вывозит. И Как обычно, данжен тусовка. живую может быть всегда по-разному, Что вчера, что сегодня. а на видосах по-другому. Вот. И в общем, живую мне понравилось. То есть неплохо тянет, чисто вокал. То есть даже сказал, не то, что неплохо, а удивил. Так что то, что я хотел услышать, я услышал. Хотелось бы еще какие-то песни некоторые услышать. Из Игната, из Никса, но много чего услышал классного. Услышал что-то, которые вроде как, ну я их знаю, слышал, но я текстов не знаю. Но само звучание, барабаны, это все понравилось. Свет! Так что вот так вот. Мы оцениваем на сколько? 10 из 10. Я всегда оценю на десятку. Где бы я не был, на каком бы концерте, я всегда получаю эмоции. Так что 20 из 10. Озвучить невозможно, парень. Он такой у Егора. Пусть на сайт потом заходит. Нет, Так что вот так вот, ребят. Концерт клевый. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставим лайки, комментарии там, давайте. Все верно. Все, пока-пока. Всем пока. По-моему, запрета Саши нет. Блин, и света нет. Короче, вон там Егор Ирушин сидит. Всем привет, ребят. Мы уже вернулись в хостел с таким прекрасным видом. Свет тут одна лампочка. Когда-нибудь будет нормальный свет. В общем, мы вернулись после концерта. Честно, московский концерт мне намного больше понравился, чем питерский. Если бы питерский был первым, мне кажется, у меня уже были бы не такие впечатления. Вот. А в питерском концерт какой-то он странный. У меня вообще странное ощущение. Вроде и понравилось, вроде и нет. В плане именно по атмосферности. Я не беру во внимание там группу, потому что группа отыграла отлично. Ты что хочешь сказать? Нет, я смотрю, то, что у тебя лучше по камере, чем у меня. Группа отыграла отлично, там все супер, вот, но по именно атмосферности это Москва. Хотя удивительно, наоборот, всегда было. Питер был самый атмосферный, может быть, потому что в Москве это было прям как-то, хоть и клуб был большой, но было это больше лампово, душевно, как будто ты со старыми знакомыми там. Может, что у нас какая-то расконнектились с другими людьми, у нас так получилось? Возможно. Вот. Хотя на питерском тоже часть людей, которых мы видели, я просто булочку им, видели в Москве, тоже были часть в Питере. Не знаю, с чего это так. У меня ни одной такие мысли. А еще у тебя и там еще другие.
Вот. Но в этом... в Питере то, что еще немного атмосфера, скорее всего, попортилась из-за слишком пьяных людей. Это да, это никак не избежать на концертах, но бывает это намного так проходит, что незаметно. А тут и человек один вылез на сцену. И они все там одну кепку кидали, чтобы все померили. И как бы... Они какую кепку, но еще футболку Да. кинули. Только Егор потом ее обратно кинул. Получилось то, что даже момент не на группе сосредоточен, а на вот этих людях, которые Да, отвлекали. отвлекали. Даже Егор в Москве то больше говорил. Стендапы всякие делал, было, кстати, очень прикольно. А в Питере не так. В Питере очень-очень это... сокращенно даже было. Но там поздравили Вацлава с наступающим днем рождения, потому что суббота, а в воскресенье у него день рождения. Тортик вынесли. Это очень классно, когда вот такая атмосфера праздника. Вот. Но они еще будут праздновать здесь. Походу, они еще как бы на один или два, не знаю, останутся. И вот они сейчас пойдут еще праздновать. Вот. Также, не знаю, как-то у меня смазано все по питерскому концерту. У меня как-то даже немножко разочарование, что ли, есть. Кстати, МИД, если сравнивать с другими МИДами, то это такой немножко пафосный, я бы сказала, если можно так сказать. Вот. Егор всегда так на митах видит всем. Он не пафосный, он разрядить остановку, потому Ну, что можно всё равно чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть люди новые, слегка. поэтому... Это да, но, блин, у меня так жалко Вацлава в плане того, что он стоит на мите очень скромно. Он не понимает большую часть, как бы, ему хотя бы... Нет, он понимает русский. Ну, но не понимает, может но сказать. иногда, может, перевод нужен, чтобы более картину понимать, потому что шуточки локальные есть какие-то, которые мы все стоим ржем, а Вацлав такой, да, я типа что-то понял. И от этого так люди стесняются, они стесняются, и такой, типа, ну, вот так получается, вот. По московскому, мне кажется, там даже больше было энергии именно от зрителей в плане, как бы, люди отдавали. Я как человек, который не являющийся фанатом группы, но мне очень даже интересно смотреть так всегда концерты, потому что это новое ощущение. И мне кажется, в Москве было больше... Потом. В Москве было больше энергии именно от зрителей. И как-то покруче. А вот именно в Питере вот этот смазанный момент из-за вот этого отвлекания от этих всяких людей, которые слишком пытались привлечь внимание, опять же. Вот. Даже в этот раз Соню было меньше слышно. Да, я да, не кстати, слышала, вот, кстати, Соня, своего привет. края. Очень было даже... Я слышала, что Скорее всего, из-за того, что, во-первых, сцена была в Питере очень низкая, и как бы слышно были чисто одни барабаны. Даже вот в Москве был свет, звук Звук там, да, просто шикарно. охрененный. Там все шикарно, там так до мелочей. А в Питере вот именно мне не понравилось то, что я ничего вообще половину не слышала, только к концу уже там начала что-то слышать по музыке. Вот. Полконцерта я смотрела на коленки Егора Ярушина. И казалось мне, что еще микрофон прилетит нам, потому что мы с Викой стояли, микрофон вот так вот от наших глаз был. Мне кажется, казалось, что микрофон точно прилетит. Вот. И коленкой точно заденет. Ну, был бы синяк от Ярушина. Ну, не в глаз же. Это было очень близко. Вот. И еще плюс то, что барабаны, как бы, это не вина там Сережа, а именно, может быть, из-за того, что группа такой слишком маленький, получилось одни барабаны. Я только на середине уже концерта услышала гитару Вацлава, хотя гитару там всегда слышно очень хорошо. А то, что Егор пел, я только вот разобрала тоже уже под конец. Как бы либо звукорежиссер такой был. В Москве реально, там в Москве там всё каждое было, слово, каждая каждое буковка слово, да. слышно было. Каждый инструмент было слышно. Да, А и здесь вот как-то то ли отстроили не очень Да, хорошо. все скомкано, вот эта вот каша какая-то получалась. Вот. Даже с тем учетом, что в Москве я эту петлю только единственную песню знаю, и то мне больше понравилось, чем питерский. Хотя, блин, я очень надеялась, что питерский будет прям еще круче. Но не знаю, короче, Москва, наверное, в этом плане выиграла. Выиграла, да. В этот раз. Да, что удивительно. Вот. Всем очень приятно со всеми познакомиться, с кем мы познакомились. Надеюсь, в следующий раз увидеться. И это всегда классно находить так людей. Вот. В принципе, наверное, все. Пока эмоции тоже еще все скомкано, потому что мы не спали особо сильно. Плюс Москва и Питер — это два концерта, опять же, друг на друга накладываются. И все еще непонятно,
по эмоциям и очень вообще как-то все сумбурно. Поэтому такие пока первые впечатления. Эмоции, наверное, улягутся, и уже там будет лучше, ясно и понятно. Вот так. А еще там реклама, концерты. А тут должна быть Марина. 8 июня будет Марина в Москве, там будет 15 лет группе, и вот они собирают большой концерт в клубе «Аврора». Все, может приходить. Со скидочкой, кстати, на флайере. Ну, Там- там сами найдете. Да. А еще Егор Юрушин пообещал то, что типа на питерском концерте скидка 50%. Мне кажется, это шутка была. Не будет так стоить билет 50%. Ну, чтобы типа питерцы приехали из Москвы. А типа ой, из Питера в регионы, Москве. меня вот это удивляет, питерцы пусть приезжают, а регионы что, типа не могут? Почему про нас забывают? Почему нам 100% скидку не делают на билет? Тогда уж точно не будет никто сюда приезжать. Вот, ну, конечно, про 50% скидка это Там шутка. 10%. Ну, 10% там есть. Вот. Вот такие, ладно, нам уже надо ехать в аэропорт. Всем пока. Пятый, не, 11. Да. В аэропорту так никогда еще тихо не было вообще. Это мы вам... Саш, я их путаю постоянно. А это Пулково или Внуково? Я забыла. Пулково. Ой, Внуково. Я постоянно путаю. Пулково. Ой, Пулково. Вот. Торгущая вода. Вот. Я только, по-моему, один раз отсюда вылетала или вообще не помню, короче. Ну, я, короче, не помню. Ну, вообще по-другому отличается от этого. Короче, нет. Очень сильно отличается от Шереметьево. В Шереметьево ты ходишь как дом все родной. А тут вон все по-другому. Вот, метро, да, за снегом. И солнце еще от этого еще хуже.